Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья. И продолжение свадебной темы. Сегодня мы делаем вот такую диадему. Обычно такие диадемы одеваются на пучок из волос, когда делается высокая прическа. И я хочу предложить свой вариант. Для сегодняшней работы я буду использовать филигрань. Уже не раз показывала. Тут у меня 47 миллиметров на 37 миллиметров. И это идет 35 миллиметров на 25 миллиметров. Здесь я уже сделала подборку страз. Можно использовать любые, которые у вас есть в наличии и подходят по размеру. Также я буду использовать клей. Я использую клей Уху универсальный. Для удобства переливаю в аппликатор. Конечно же, карандаш для страз и разного диаметра, разной ширины стразовые цепи. И мне понадобится ободок. Я буду использовать вот такой ободок. Это у меня 3 миллиметра. У меня еще есть вот такой, но такой в этом случае не советую использовать. Лучше такой. Филигрань я буду подклеивать к ободку. Здесь можно сначала подклеить, потом сделать декор, но в данном случае мне будет удобнее и легче сначала сделать верхнюю часть декора, затем я подклею все, дам закрепиться и закончу уже основной декор. Буду вести работу уже, как я показывала до этого, на пластмассовой вот такой картонке от коробки. И чтобы у меня никуда ничего не убегало, я вот беру заготовку, это двойной скотч, и вот так подклеиваю. И так поступаю со всеми деталями. Маленький кусочек, большой не надо, это просто, чтобы у нас никуда ничего не убегало, и чтобы мы могли одновременно со всеми работать. И так закреплю все свои филиграни. На эту филигрань я буду приклеить вот такой большой камень, и он у меня здесь неровный. И чтобы он у меня лежал ровно, я не буду за счет клея его приклеивать, а сделаю такую подложку. Я отрезала стразовую цепочку, и теперь вот размер цепочки, сейчас я вам покажу. Вот сейчас сделаю вот такую каплю, и именно эта цепочка, она будет уходить под стразину. Вот ее совсем не будет видно, но за счет этого моя большой камень будет лежать ровно. И затем я пущу еще один ряд вот таким способом. И он будет блестеть уже. Но давайте сделаем здесь. Я примеряю примерно камень и смотрю, где же у меня будет проходить клей. И теперь беру и вот так наношу клей. Здесь главное по чуть-чуть нанести, чтобы не прошло через филигрань. И даю клею немного закрепиться. Беру свою цепочку и делаю примерный вот этот овал, который я вам показывала. Вот просто укладываю вот сюда. И теперь накладываю камень. Вот я вижу, что мне надо чуть-чуть ниже, поэтому стягиваю его вниз. Вот цепочку стягиваю вниз, добавляю еще немного клея в середину, и теперь сажу камень и соединяю полностью все. И вот камень у меня будет лежать ровно. И вот камень у меня лежит ровно, и теперь я беру край цепочки и вымеряю, сколько мне нужно на второй ряд. И подрезаю. Ну а теперь наношу клей и на филигрань, и на цепочку, которая под низом, и подклею второй ряд цепочки, который уже будет виден и будет у нас блестеть. Также я сразу не приклеиваю, вы видите, чуть-чуть даю закрепиться, не спешу никуда. Беру край цепочки и укладываю один край ниже другого. Так, при этом смотрим, чтобы цепочка у нас смотрела, все стразы смотрели вверх. И соединяем. И затем, как всегда, берем стразину, примеряем с одной стороны и с другой. Если все нам подходит, наносим клей. Нанесли клей
и подклеиваем. Всегда примеряем сначала с одной стороны и с другой стороны. Если на стразинах остается чуть-чуть карандаш, ничего страшного, потом все это можно почистить. Верхнюю стразину я также приклею. Уже примеряла ее и вверх, и вниз. Мне больше нравится вот когда она вот так смотрит вверх. И также вот сюда тоже примерила. Все мне подходит. Наношу клей и подклеиваю. С одной стороны и с другой стороны. Здесь я подобрала такие маленькие стразы в цвет. Вот они. И сюда я их тоже подклею, чтобы не было пустого места. И также вот здесь по 2 штучки. Одна чуть побольше и одна чуть поменьше. И сейчас начну работу над остальной филигранью. Здесь уже можно наносить, украсить, как вы предварительно придумали. Или, не знаю, можете скопировать у меня. Я всегда делюсь идеями, мне не жалко. Творите красоту, и пускай будет побольше красоты. Вот. Здесь я подклею такие камни. Вот насчет этих не уверена. Возможно, я их поменяю, потому что здесь у меня мало места. Мне нужно будет место подклеить все вот к этому ободку. Извините, забыла название. Но сейчас посмотрю. Для страз поменьше берите цепочку меньше по размеру, так как большая цепочка ее просто не обогнет ее. Я имею в виду крупная цепочка, там 2,5-3 миллиметра. Она просто не согнется вот под этот маленький камешек. Наношу клей. И вот я подрезала цепочку поменьше. Также вот с угла. Один край у меня будет длиннее, другой короче. И все пододвигаем. Ну и теперь, как всегда, примеряем камень. Если подходит, то наношу клей с 2 сторон и подклеиваю. Если мне тут что-то подвинуть надо, пока все свежее, это можно сделать. Я решила добавить сюда еще страз. Как бы в предварительной версии у меня их не было, но мне понравилось, как они тут лежат. Поэтому вот я сразу наношу клей и подклеиваю все вот так вот подряд. Украшаю. Ну, конечно, количество страз вы сами решаете. И вот что получается. Вот эти стразы, мне показалось, они в цапах, и они слишком торчат. Поэтому я беру и цапы снимаю. И также подклею их вот сюда. Я нанесла клей, беру страз, и этот страз очень хорошо здесь ложится. Как раз тут такая впадинка есть в филигране, и она очень кстати. Так, что-то у меня все съезжает. Вот, теперь я беру, наношу вокруг клей. Не проводим бутылочку через верх стразины, чтобы случайно у нас клей не попал на нее. Теперь я беру цепочку, один край придерживаю пинцетом и укладываю все. И, конечно, все края склеиваю. И снова я беру стразину, примеряю. Если мне все подходит, я наношу клей с одной стороны, с другой стороны и подклеиваю. И вот так медленно, но уверенно мы продолжаем работу. И вот здесь я также подобрала стразы. Это из микса у меня. И подклею. Здесь наверху побольше, а сюда поменьше. Конечно, количество страз тоже можно регулировать самим.
И вот что у меня получилось. И теперь я отправляю сушиться. Одну часть я уже приклеила, думала, что снимаю, но камера выключилась. Но в любом случае покажу, как приклеивать на вот этих частях. Но объясню, как это сделать. Вы отмечаете середину, можно или нацарапать что-нибудь, ну или ниточку привязать. Главное, чтобы была середина. Затем наносите клей, покажу, какой именно клей, прижимаете к ободку декор и затем сюда сверху и вот сюда снизу сыпем немножко моего секретного ингредиента. Сейчас покажу, что же это такое. Для подклейки я буду использовать суперклей, именно суперклей, который мгновенно густеет. Вот у меня вот такой, и здесь можно подклеивать металл. Но в любом случае я сейчас добавлю еще кое-что, что закрепит вашу деталь просто как пайка, можно так сказать. Я беру ободок, примеряю, куда я буду подклеивать. Вот у меня будет вот так. Ставлю пальчик, беру суперклей. Именно суперклей. С другим клеем это не работает. Наношу вот так аккуратно на ободок. Так, убираю клей. Теперь беру свой элемент, который я хочу приклеить, и вот так вот прижимаю. Прижимаю. Даю немного закрепиться. Здесь лучше подержать рукой или можно использовать вот такие вот. Так, аккуратно, чтобы у меня ничего не сдвинулось. Все это надо делать очень аккуратно. Ой, извините. Вторую сторону закреплю. Это именно на краюшке, на самые краюшки. И теперь я беру свой секретный ингредиент. Это сода, обыкновенная сода, питьевая, бейкинг сода. И вот так. Так, сейчас подвину. Чуть-чуть насыпаю. Вот с одной стороны. Здесь, когда у меня чуть-чуть закрепилось все. Так, сейчас беру снова клей. И вот здесь, где у нас идет стык, где ободок и филигрань с одной стороны и с другой стороны. Здесь надо очень аккуратно. Вот. И теперь на этот же срез мы добавим чуть-чуть соды. Много не надо добавлять, потому что потом все это придется снимать. Так, сразу лишнее убираем. Вот. И отправляем сушиться. Конечно, подклеиваем остальные части, но в любом случае отправляем сушиться. Приклею с вами еще вторую часть. Вот я прикладываю, смотрю, чтобы у меня все одинаковое расстояние было с обоих сторон. Наношу клей. Как я уже говорила, только именно с этим клеем работает, с другим клеем не работает. Поэтому можете даже не пробовать, я уже пробовала. И вот так приклеиваю. Аккуратно, чтобы вы не приклеили себе пальцы. С одной стороны и с другой стороны. На края, именно на края, потому что нам остальные детали нужны. И чуть-чуть сюда. Переворачиваем. Вот вы видите, здесь уже начало закрепляться. Там уже реакция произошла. И все это приклеивается. Чуть-чуть клея. С этой стороны. С этой стороны. Совсем чуть-чуть. Потому что мы добавим соду. И это все сразу взаимодействует. Так, вот так. Многие механики пользуются вот этим средством. Именно чтобы склеить какие-то машинные детали. Так, лишнее убираю. И вот. И буквально займет у вас, наверное, 1,5 часа, и все приклеится. Мои вторые детали также приклеились. И теперь я вот эту сторону подклеиваю. Смотрю, чтобы все было одинаково. Так, примеряю. Так, есть. Вот пальчик ставлю, где мне надо клей нанести. Беру клей, наношу. Нанесла клей. Так, закрываем сразу.
и прикладываю свою деталь. Придерживаю. Вот так краешки. Так, один краешек зафиксировала. И второй. По краю. И теперь на обратной стороне. Вот тут низ подклеиваю. Чуть-чуть клея, много не надо. И вот здесь. Есть. Так, клей убираем. И беру соду и засыпаю. Так, лишнее сразу стряхиваю и вот чищу вот здесь. Потому что это потом все, если много, придется все это счищать пилочкой. И отправляю сохнуть. Все мои детали подклеились. Тут, ну, держится, ну, очень хорошо. И вот вы видите, немного здесь вот как бы вот этой соды осталось, клея. Для того, чтобы выровнять, я просто беру и вот так пилочкой чуть-чуть все это дело подправлю. И также на этой стороне. По мере возможности, конечно же, я все уберу. Вот, держится, вот вы видите, прямо вот такая вот корочка образовалась здесь, где была сода. Держится очень хорошо. И теперь, когда я все почистила, можно продолжить декор. Я добавляю клей и подклеиваю стразы. Я уже примерила, мне подходит все. И вот продолжаю декор. И сюда приклею небольшой страз. Вот такой. Так, надо мне поточить карандаш. Карандаш постоял. Обязательно перед работой надо это делать. И вот. И также продолжу вот здесь. И вот что получается. Ну вот, я, может, еще покажу вам немного, как декорировать. В середину камень. Клей нанесла вот сюда страз. Вот сюда. И в середину тоже небольшой стразик. Это у меня будет 16 номер. И продолжаю декор. И также я украшу вот здесь ободок. Наношу клей. Здесь у меня 16 и 12 номера. Я уже их на глаз распознаю. И продолжаю декорировать. И вот что у меня получилось. Все подсохнет, и мне останется только почистить стразы от пальчиков. Мне очень нравится полученный результат. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. И, конечно, я продолжу серию уроков «Свадебная тема». Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.